О! Сегодня варим раков. А вас никогда рак не цапал? Меня раки цапали много раз, потому что я научилась варить раков лет в 6. У меня отец рыболов был и есть. И всегда приносил кучу раков домой и учил нас с сестрой их варить. Вот смотрите, сейчас я вам покажу, как отличить мальчика рака от девочки рака. Почему это важно? Вот. А ну, брысь, брысь, брысь. Это рак мальчик, это рак девочка. У рака мальчика, как и у человеческого мальчика, большие такие плечи, клешни, руки, а у девочки вот такие маленькие. При этом у рака мальчика узенькая такая хвостик или попка, как ее назвать, а у рака девочки пошире. У рака девочки икра. Икра, она, конечно, вкусная, поэтому мы хотим рака-девочку. Как мы их варим? Мы берем большую кастрюлю и делаем в ней бульон. Вот у меня 5 килограммов раков. На 5 килограммов раков уходит примерно 12 литров воды. Я уже налила туда воду, там 12 литров. Очень важно точно знать, сколько у вас литров воды, потому что потом вам на это количество воды нужно точно отмерить соль. На 12 литров воды мы кладем 12 столовых ложек соли. Вот таких, вот с такой горкой столько, сколько у вас помещается в большой столовой ложке. Раз, два. И 12. 2 ложки были такие-никакие, поэтому вот вся соль у нас и ушла. Еще мы положим в этот бульон вот таких семян укропа. Много. Без них раки будут невкусные. В московских ресторанах совсем не умеют готовить раков. Видимо, они пренебрегают семенами укропа. Так побольше, ощутимо. Мы бросаем семян укропа. Вот такой один красный острый перчик. И один чеснок. Можно прямо даже его не чистить. Когда этот бульон у нас закипит, мы в него бросаем раков. Раков мы бросаем, к сожалению, живыми. Это, конечно, не может нас не расстраивать, но я где-то читала и успокаиваю себя тем, что они не чувствуют боли. Ну, давайте мы будем в это верить и думать так, пока нас никто не переубедил. После того, как раки снова закипят уже в кастрюле, нужно уменьшить огонь и варить их примерно минут 5, в зависимости от размера. Если совсем мелкие, то можно и 3 минуты. Если очень крупные, то 7. Вот такие, какие у меня сейчас, мы их варим 5 минут. После этого выключаем, убираем с плиты и ставим на холод, иначе они будут продолжать вариться. Раньше, когда я жила в Краснодаре, где холод найти было трудно, было жарко, мы набирали полную ванну холодной воды и прямо вот целиком эту кастрюлю ставили в эту ванну с холодной водой. И где-то через час будет самая вкуснейшая красота и лучшее, что может быть к пиву.